Знаете, к какому главному выводу я пришел спустя годы съемок мотоблогов? Идеальной камеры не существует, но существует сетап, который лично мне не мешает ехать, жить и снимать контент. Всем привет! Вы, как всегда, смотрите канал Заметки Корейца. Итак, поехали! Ребятки, скажу сразу, это не технический обзор и не реклама гаджетов. Это те вещи, которыми я пользуюсь каждый божий день для себя. Например, в прошлогодней поездке в Турцию. Вообще в любом контенте, который я выпускаю. Это моя реально рабочая схема. Раньше я думал, чем больше оборудования, тем круче картинка. Таскал тяжеленные рюкзаки, километры проводов и тратил по 15 минут просто на то, чтобы развернуться и снять один кадр. Возил с собой целые горсти батареек, штук 8, не меньше. Постоянно останавливался. В какой-то момент я реально понял, что это лютый колхоз, который мне надоел. Сегодня мой workflow изменился полностью. Все помещается буквально в карманах куртки. В этом видео не будет никакого технодушилова. Я просто покажу и расскажу свой реальный опыт. Как я борюсь со звуком в шлеме, зачем мне крошечная эндуро камера. И как один беспроводной микрофон в моем кармане может одинаково круто писать звук на экшн камеры и на стабилизатор и на мой iPhone. Основной моей камерой для сегодняшних покатушек и съемок контента является камера DJI Osmo Action 5 Pro. Выглядит она вот так в кейсе. Прошлый ролик про съемочное оборудование, он вышел где-то 1,5 года назад, ссылочка где-то будет здесь. Я рассказывал, как я прошел длинный, долгий путь мучений в том выпуске. Он, на мой взгляд, до сих пор актуален, если выбираете какие-то не очень новые модели. На данный момент я с DJI Osmo Action 4 перешел на модель Osmo Action 5 Pro. У них абсолютно одинаковый форм-фактор, но между этими камерами одно главное большое различие: эта камера снимает очень хорошо в лоу-лайте при низкой освещенности. И DJI придумала и разработала магнитные быстросъемные крепления. Это лучшее на самом деле, что они придумали в экосистеме. И я спокойно на подбородок могу установить вот так вот камеру буквально одним щелчком. Все четко, надежно закрепляется, ну и соответственно также быстро снимается. Вы больше не будете крутить замерзшими пальцами, да, в зеркало, как я раньше смотрел, я рассказывал в том ролике, не буду повторяться, эти винты. То есть это просто киллер фича системы DJI, я их просто за это обожаю. Но есть очень много всяких разных фишек, про которые расскажу чуть дальше в ролике. Камера полностью, естественно, пыли влагозащищенная. Вы можете загуглить все характеристики. Я не буду сейчас, как обещал, заниматься технозадротством, рассказывать все характеристики. Просто хочу сказать, что она с коробки имеет высокую влагостойкость, погружение на несколько метров. И, соответственно, проблема, чтобы ее убить и намочить, она практически полностью отсутствует. Эта камера весит всего 146 грамм. То есть она достаточно легкая, шея не очень сильно устает. В комплекте к Adventure комбо, как я рассказывал в прошлом ролике, так же как четверки во всех сериях, у них идет вот такая дополнительная рамка, с помощью которой вы можете быстро вставить камеру, соответственно, и закрепить ее на шлеме как в горизонтальном положении, как я рассказывал, либо в вертикальном положении для съемки вертикального контента. Кейс зарядный, выглядит он вот так. Это батарейки, он достаточно плоский, его можно положить просто в карман, ничего не выпирает. Заряжает кейс достаточно быстро 3 батареи. На весь съемочный день не хватает либо одной, либо двух. То есть энергопотребление камеры крайне низкое, крайне маленькое. Вам гарантированно хватит на целый съемочный день 3 аккумуляторов. Но если вы снимаете круглые сутки, у вас много флешек, у вас задача что-то прям агрессивно долго снимать, вы всегда можете через Type-C зарядить этот кейс, зарядить батарейки на ходу от мотоцикла. У этого кейса есть одна замечательная фишка: он может работать как маленький небольшой пауэрбанк. По ночной картинке Osmo Action 5, пятерка, все прекрасно, классно, но она все-таки уступает более новой DJI Osmo Action 6 в плане универсальности. В шестерку завезли совершенно безумную вещь: огромный квадратный сенсор формата 1,1 дюйма в режиме Open Gate. Что такое Open Gate?
Простыми словами, это режим открытых ворот, когда камера считывает абсолютно всю площадь квадратной матрицы. Зачем это нужно нам? Это же практически эта же технология использовалась в последних GoPro. Камера снимает либо в 4:3 формате, как старые телевизоры, либо в квадрате, как GoPro. И вы с этого материала можете на постпродакшене уже спокойно обработать и нарезать контент, как вам необходимо, либо вертикально, либо горизонтально. Сразу предугадываю ваши вопросы в комментариях. Мне кажется, что пятерки лично мне на данный момент вполне достаточно. То есть я не хочу сейчас менять Osmo Action 5 на более новую 6-ю модель. Я подожду 7-ку. Скорее всего, там закатят еще какие-то обновления. По качеству съемки они практически идентичны. То есть это уже на уровне какой-то вкусовщины. Поэтому я остаюсь на пятерке. Если вы хотите взять подешевле немножко камеры, то пятерка должна вам зайти. Вы сэкономите немножко денег. Погнали дальше. Давайте про звук в мотоблоге. Это на самом деле где-то примерно 80% успеха. Давайте снимем розовые очки. В интернете вам часто обещают идеальную тишину в шлеме на любой скорости. Но это полная чушь. Мой опыт говорит, что физику и поток воздуха обмануть невозможно. На большой скорости будет гудеть и шуметь на абсолютно любом микрофоне. Хоть дорогом, хоть дешевом, хоть проводном, хоть беспроводном. Разговаривать и нормально общаться можно, чтобы был качественный более-менее звук на скоростях. Но примерно до 130 километров. После 130 нарастают шумы. После 160 практически невозможно нормально разговаривать. И вам придется использовать на постпродакшене какие-то агрессивные усилители звуков, отделители, шумодавы и прочие какие-то инструменты. В прошлом ролике я рассказывал про микрофон DJI Mic 2. Выглядит он вот так. Это достаточно маленький компактный микрофон, но прошло уже 1,5 года, и я через полгода перешел на более компактные микрофоны. Сейчас у меня DJI Mic Mini. Это более маленькие компактные микрофоны. Я вот хочу вам показать в сравнении, и вы понимаете, какая у них разница в размерах. Mic Mini меньше минимум в 2,5 раза. И легче точно в 3-4 раза. То есть этот маленький микрофон весит всего 10 грамм. У него есть режимы шумоподавления. То есть он ничем практически не уступает более старшему собрату. Вышла уже 3-я модель. Более компактная, тоже устаревшая. Единственное большое отличие, чем они отличаются. Во 2-ю серию вот в этот можно писать как внутренний встроенный диктофон. Сразу 32-битный звук он пишет в себя. В том ролике, в старом, я неправильно сказал, по радиоканалу он 32 бита не передает. Качество звука по передаче по Bluetooth у них абсолютно, практически идентичное. То есть я не заметил каких-то серьезных багов и проблем. Поэтому я с радостью перешел на вот такие вот маленькие микрофоны. И чтобы получить классный, качественный звук на этот микрофон, вам необходимо будет установить вот этого вот мохнатого друга. Называется эта штука Dead Cat. Установить ее, чтобы не было никаких шумов от ветра. Это, грубо говоря, такая ветрозащита. Крепится микрофон. Здесь у меня вклеен магнит спереди. И я одним легким движением вот прячу его. Его абсолютно никак не видно. То есть он легко изымается, легко устанавливается буквально за секунды. И подключается по Bluetooth к камере. Так как этот микрофон достаточно легкий, компактный, у него вот есть магнит, вы можете его прилепить на футболку, на любую одежду, то есть мега универсальная, крутая штука. В комментариях под прошлым видео было масса споров о том, что неудобно пользоваться микрофонами на ходу, задавали вопрос, который сильно интересовал всех подписчиков, кто посмотрел это видео. Сопряжение микрофона и камеры происходит буквально в считанные секунды. Вы взяли, зашли в менюшку, нажали зажали кнопку и, соответственно, подключается. Он начинает его видеть. И микрофон вот подключен. Прошло буквально 3 секунды. После того, как микрофон у вас подключился к этой камере, у вас начинает бегать вот здесь зеленая полосочка, которая сигнализирует о том, что у вас подключен внешний звук. По ней же можно легко на ходу идентифицировать то, что вы едете в шлеме, вы видите, как бегает эта полоска, значит, у вас работает микрофон.
На самом деле камеру можно выставить в режим, когда она самоотключается, то есть чтобы вы не тратили, понятно, флешку и, соответственно, батарейку. Если вам надо что-то записать, здесь есть режим, как у многих экшн камер, быстрой записи. Вы просто нажимаете экстренно запись и начинает идти запись. Микрофон, так как он был спарен, он примерно в районе 20 минут он подключен к камере. После этого его надо переподключать. То есть просто нажать кнопку питания и он автоматически соединится. То есть по новой в процедуру коннекта делать не надо. Я всю Турцию, когда проехал, у меня была ситуация, когда у меня микрофон, он, когда работает, прилеплен на магните, тут есть светодиод, его прекрасно через шлем вот опустил глаза и прекрасно было видно. То есть было очень удобно, видно, включен микрофон или нет. Можно было быстро, допустим, нажать, включить микрофон, если он отключился. Но, как правило, я знал, какие блоки, какие серии снимать, да, какие части контента. То есть я не занимался целый день, поливал он с утра до вечера. Если вы нажали на камеру REC, через 2 секунды микрофон подключается, сразу уже идет нормальный качественный звук. То есть 2 секунды будет где-то происходить разрыв в подключении. DJI Osmo Action 5 Pro это реально крутая база. Но я не зря говорил про ее вес. То есть, бывает часто я езжу в эндуро. Ну, некоторые знают, что у меня есть мотоцикл эндуро, в котором если мы отжимаемся, то каждый лишний грамм на голове, соответственно, это лишние напряги для вашей шеи, физической усталости и безопасности. Сейчас на примере вот этого шлема, в котором я катаю эндуро, я хочу показать, к какому решению я пришел еще. У меня раньше стояли камеры, вот сейчас я могу ее подцепить, и в таком положении, вот как это выглядит сейчас, я катался в эндуро. Почему не подбородок? Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, когда вы едете в какую-то катку в горах, и если какое-то есть рыгалово небольшое, то я вас уверяю, что вы просто начнете задыхаться. Это первое, не очень удобно работать с очками, и когда камера находится сверху, это достаточно такой интересный, безопасный ракурс, козырек достаточно жесткий, но у меня не устраивало все равно то, что эта камера, она имеет все равно вес. И я приобрел новинку, называется она DJI Osmo Action Nano, в комплекте идет вот такой вот дисплей, сама камера работает также все на магнитах. И самое главное, это вот ее вес. Она весит без вот этой док-станции всего 52 грамма. Вы можете сравнить размер этой камеры. Я покручу сейчас. Вы видите, да, разницу в размерах и разница в весе, она колоссальная. Значит, существует 2 версии камер. Этих на 128, на 64 гигабайта. Я взялся на 128. Камера все пишет в себя. Если надо перекинуть, сюда подключается карта. Вы можете через модуль взять и быстро перекинуть. На самом деле это реинкарнация. У них была Osmo Action 2. Такая камера. Мне тоже нравилась. У меня ее во владении не было, но сама идея мне нравилась. Но та она была сырая, а эту они практически досконально продумали. И после того, как я ее поставил на шлем, я понял, что это вообще супер топ вещь. Потому что она занимает намного меньше места, то есть в обзоре. Та-то практически не мешала, а эту вы вообще не замечаете. И эта камера, она практически ничего не весит. Так как я говорил, что есть в комплекте дисплей, теперь вам легко выставить ракурс. То есть вам раньше приходилось... Если вы делаете с DJI-кой, вам надо было законнектить смартфон, выставить какой-то ракурс и, в общем, как-то заморачиваться, да, с этим. Ну, либо через дисплей, но если вы снимаете какой-то нижний неудобный ракурс или какие-то необычные места, и вы не можете посмотреть, допустим, своих каких-то креативных видео на монитор, вам придется подключать смартфон. Можно Android, можно iPhone подключать. Здесь эта проблема полностью решена. То есть вы в мини-дисплей сразу видите
на этой камере что происходит. Я снимал достаточно удачные моменты съемки у меня были, когда она снимала с нижних ракурсов, как ходит там колесо переднее, да, то есть она из-за того, что имеет малый вес, ее возможность оторвать, отбить, потерять намного меньше. Соответственно, вы могли установить ракурс съемки очень быстро, потому что вы видите все в дисплее. И управлять ей записью можно также с дисплея. Нажав кнопочку, дисплей этот выглядит вот так. Соответственно, вы нажимаете кнопочку, и у вас камера начинает запись. Она активируется, во-первых, со вторым нажатием она начинает писать в себя материал. Вот она пикнула, соответственно, у вас появляется изображение на дисплейчике, и вы видите ракурс. То есть я могу посветить сейчас сюда, показать освещение. Вот, видите, да, что изменяется запись, и всегда видно, что она работает. Есть обратная у нее функция, то есть если вы хотите просто управлять этой камерой, вы можете с этой камеры, допустим, нажать на кнопку, и запись, соответственно, начнет показываться, также включится этот блок и будет все записываться. Единственный такой момент, который вы должны учесть и понять, что эта камера не имеет запасных аккумуляторов, то есть этот блок, он не водонепроницаемый, это можно погружать также в воду. Соответственно, вам придется дозаряжать этот блок и потом соединять камеру с модулем. И она перекидывает вот так вот питание. Она показывает процент заряда. Камера заряжается даже достаточно быстро. И пытаюсь вместо этой камеры использовать эту. И еще и не ввожу батарейки. То есть я считаю, что на данный момент вот эта Osmo Nano, она может с успехом заменить даже эту камеру. Единственное, что нужно также брать с собой карты. Она их перекидывает, весь материал, с себя. Через этот блок записывает материал на SD-карту. Качество съемки на Osmo Nano, оно практически идентично Osmo Action 5 Pro. То есть эта камера снимает также в условиях низкой освещенности, в лоу-лайте. По качеству, я не нашел вообще между этими двумя камерами абсолютно никаких различий в качестве съемки видео. То есть, мне кажется, что у них даже сенсор одинаковый стоит и какое-то программное обеспечение, за исключением вот этой модульности, да, и все настраивается очень сильно похоже на пятерку или на шестерку. И я считаю, что эта камера, она просто нереально крутая, классная, удобная. Кроме этого, если вы возьмете расширенный набор, она легко крепится на магниты. Магнит с одной стороны, в вертикальное положение можете снять, в горизонтальное положение можете поставить, прилепить на какой-то пролет, то есть на металлические части, на крепление, где есть металлические двери на машинах. То есть вот такая маленькая камера, она позволяет снимать очень прикольные креативные кадры, такие модные сейчас, да, и я считаю, что эта камера однозначно, ее стоит рассмотреть в покупке. Точно так же, как и камеры чуть побольше экшен, да, эта камера цепляется по системе Osmo Audio к беспроводным микрофонам, DJI Mic Mini, DJI Mic практически любой серии, кроме Mic 1. И вы знаете, многие, когда ходят, в том числе и я, когда я снимаю где-то людей, или ты идешь в толпе, или в магазине, многие обращают внимание на камеры, на большие сильно обращают внимание, на экшн камеры поменьше, а эта камера, она практически на тебе не видна, то есть ее можно сейчас на магните на шнурок повесить, приставить здесь, если я отключу красный индикатор, чтобы люди не видели, да, не обращали на нее внимания, и, грубо говоря, ты практически не палишься, ты ходишь с удобными ракурсами, можно заходить, пилить обзоры, заходить в магазины, видеть, заходить в разные заведения, ну, то есть снимать более креативные какие-то вещи, то есть камера реально крутая. Поэтому, кто хотел, вот присмотритесь, у компании Insta360 есть ее конкурент, называется, по-моему, Go, да, серия, я не помню точно, только там другой форм-фактор, но я не фанат компании Insta360, я по некоторым причинам расскажу чуть позже в ролике, поэтому я сижу на системе DJI.
Друзья, если этот контент был для вас полезен и вы узнали что-то интересное, обязательно подпишитесь на канал. Нам осталось всего 70 подписчиков до 10 тысяч. Давайте закроем эту цель прямо сейчас. Спасибо большое. В прошлом видео я рассказал, что я снимал на камеры 360. Тогда у меня была, я показывал вам камеру 360 серии X3. На тот момент уже вышла серия X4. Но я отказался от камер 360, и я расскажу по какой причине. Безусловно, камеры 360 удобны, но они удобны для съемки коротких каких-то таких моментов, не для поливалого, потому что вы потратите огромное количество времени на постобработке, потому что она снимает все вокруг. Соответственно, вам нужно выставить кадр, отсмотреть тонну гигабайты материала, делать из 360 видео обычное видео в горизонтальном или вертикальном формате, чтобы потом уже куда-то залить. Если вы используете там для каких-то креативных вещей, сняли быстрый проезд, какие-то всякие разные такие штуки, вирусные ролики, то она вам 100% пригодится. Я скажу по секрету, что я хочу на самом деле взять себе камеру 360, но, наверное, немножко позже, и это будет точно камера от бренда DJI. Почему не Insta360? Сейчас на данный момент они пишут цвет в 8 бит. Честные плотные 10 бит позволяют лучше красить, работать в постпродакшене. И для меня это очень принципиально, потому что Insta, она с коробки хорошо пишет контент. И 8 бит, но это уже в наше время, мне кажется, не совсем то, что я бы хотел. Insta360 сделал уже в моделях съемные линзы. Поэтому как только DJI выпустит камеру со съемными линзами в таком же форм-факторе, то я буду настоятельно рассматривать ее к покупке. Но экшн камеры на шлеме — это только, видимо, половина истории. Чтобы выглядело все как в кино, а не как запись с видеорегистратора, нужны кадры со стороны. И для этого у меня есть вот такая камера DJI Osmo Pocket 3. Это камера, которая полностью перевернула мое представление о красивой картинке в дороге. По сути, это полноценная кинокамера с дюймовым сенсором и механическим трехосевым стабилизатором. При этом эта камера весит всего 179 грамм. На эту камеру я снимал несколько полностью роликов. Один из них — это обзор про Ducati Diavel. Все красивые проводки, обводки, облеты сделаны этой камерой. Поэтому качество съемки у нее достаточно такое серьезное. Я очень доволен этой камерой. И да, я знаю, что сейчас уже вышла 4-я серия, это Pocket 4. И она, конечно, по характеристикам немного лучше, чем 3-я версия. Но я вам честно скажу, как практик, на мой взгляд, если вы снимаете мотоблоги, вам 3-й серии достаточно будет за глаза, то есть не гонитесь за последней версией. Конечно, если есть финансовая возможность, можно купить ее, но в принципе 3-ка достаточно классно, хорошо снимает, и этого вполне достаточно, чтобы делать крутой качественный контент. Поэтому здесь вы можете тоже немного сэкономить, не надо гнаться за последней моделью Osmo Pocket 4. Как говорится, лучшая камера та, которая у вас всегда под рукой. А всегда под рукой у современных людей это смартфон. На данный момент я пользуюсь iPhone 17 Pro Max. Здесь я купил для него чехол на китайском сайте под ND-фильтры. Давайте наглядно объясню, зачем они вообще нужны любой камере. Почему у одного видео с трассы оно как с видеорегистратора, а у других как снято в кино, да, качественно, как более дорогая съемка. Хотя может быть даже камера одинаковая. Весь вопрос в настройках, и как я говорил в том видео, то есть по сути дела ND-фильтры — это защитные очки, которые позволяют, видите, я кручу, и фильтр меняет свою плотность. Есть такое правило у киноделов. Это правило работает, если вы не делаете слоумо и в каких-то больших частотах, фреймрейтах пишете, а делаете стандартно 24-25 кадров в секунду, до 30 кадров в секунду, и делаете обычные
незамедленное видео, то работает правило 180 градусов. То есть, если у вас 25 кадров в секунду, вы ставите скорость затвора на 50, и у вас будет жуткий пересвет. И чтобы убрать вот этот пересвет, прикрыть количество света, для этого как раз и нужны ND-фильтры. То есть, они позволяют корректно делать картинку мягкой и приятной для глаз. И это дает огромный буст по качеству картинки. Даже есть на Osmo Nano. То есть, по сути дела, это темные качественные очки. Если вы возьмете дешевые фильтры, у вас может что-то как-то некорректно работать, будет качество картинки не очень хорошее. Что касается видеосъемки, если вы используете родное Apple приложение, обычное, где вот у вас фото-видеокамера, то есть там минимум настроек и рассчитана она на новичков. Для того, чтобы снимать хорошо и более профессионально, да, киношно, вам потребуется установить приложение в телефон. Оно совершенно бесплатно. Я сейчас пользуюсь приложением Blackmagic Camera. В айфонах сейчас идут 3 объектива. Это ширик, да, ультраширик и телевик. Покупаете вот такой чехол, в который вы можете накрутить фильтр. Этот фильтр профессиональный, Polaroid, но вы можете снимать хоть на тапок. И если у вас хороший качественный звук, то вас будут смотреть. Если у вас идеально вылизанная картинка и звук говно, то скорее всего вас смотреть не будут. Поэтому звуку нужно уделять максимальное внимание, и он должен быть максимально качественный. Я полностью решил все проблемы из-за того, что у меня сейчас вот такая система микрофонов универсальная, да, про которую говорил DJI Mic Mini, в которой есть отдельно ресивер и 2 микрофона. Помимо того, что с помощью этих микрофонов я могу записывать на эти камеры DJI Osmo Pocket 3, то есть здесь везде установлена система DJI Osmo Audio, в которой я могу 2 микрофона к каждой камере подключить. И на самом деле это просто разрывает все шаблоны. Одно из использований такое, когда мы в Турции ехали, там была ситуация, когда звук я писал с одной камеры, подключив один микрофон, то есть вы можете отдать товарищу шлем, прикрепить на магнит этот микрофон, и у вас будет что-то типа беседы, да, на ходу. И уже какие-то биролы, подсъемки делать с его камеры или с другого ракурса. То есть это максимально сейчас используют все топовые блогеры. То есть и все спрашивают, как вот ты записал запись переговоров. Это делается элементарно с помощью 2 микрофонов и 1 камеры, без проблем. Вы можете записать, допустим, поставить один микрофон, как я показывал, шлем, а 2 микрофон, к примеру, я хочу записать звук выхлопа, мясистый, скажем так, саунд. Будет идти запись с 2 каналов. Один будет писать глушитель, второй ваш разговор. И вы можете на постпродакшене уже увеличивать уровни, то есть звука, да, с разных микрофонов. То есть это максимально крутая штука. Микрофон подключается к айфону, и вы, соответственно, можете также использовать его как петличку. Все это работает не с родным приложением, а как раз вот с приложением, про которое я сказал, это Blackmagic Camera. Немного расскажу про аксессуары. Этот аксессуар я показывал, это просто магнит для того, чтобы спрятать под одеждой, прикрепить камеру. То есть существует масса разных креплений. Я использую оригинальный DJI, который можно прикрепить к стеклу, к каким-то поверхностям, то есть позволяет делать различные ракурсы. На всем известных китайских сайтах, как я люблю говорить, сайтах, вы можете выбрать все, что угодно душе под систему крепления DJI или какую-то другую камеру. Поэтому более подробно про такие аксессуары я сейчас не буду останавливаться. Их реально очень много. И штативы, и селфи-палки. Все, что хотите, там можете все, что вашей душе угодно купить. Я использую и беру с собой в поездки вот такой вот компактный мобильный свет. Это светильники, достаточно такие мощные, компактные, которые позволяют снимать какие-то вещи. Да? Если вы находитесь в палатке, если вам надо подсветить мотоцикл,
Этот дает сразу плавный рассеянный свет. Есть много характеристик. Сейчас я обещал, что не буду технозадротом, но есть такой коэффициент CRI, который показывает как раз качество цвета у киноделов, у фотографов. Либо вы можете взять более компактные какие-то решения, вот, например, такие. Этот удобен тем, что он водонепроницаемый полностью, заряжается через адаптер. Вы можете его бросить в воду, подсветить какое-то место. То есть для креативных съемок свет всегда нужен. Света много не бывает, как я люблю говорить. То есть, если у вас случится какой-то факап, особенно вечером, всегда можно снять, чтобы если у вас тем более камера не позволяет снимать, как у меня в лоу-лайте, в низком системе освещенности, да, вам придется ждать либо луну, либо не записывать. Это не очень удобно. То есть всегда можно подсветить лицо, какой-то экшен. Финальный, самый технологичный штрих в моем карманном арсенале — это квадрокоптер от компании Hover Air. Модель называется X1 Pro Max. Это точно не замена классическому квадрокоптеру для съемок каких-то пейзажей, панорамы, полетов на 5-10 километров. Этот дрон не летает на таком удаленном расстоянии. Но это ультимативный и нереально крутой автономный оператор для соло-путешественников. В чем его плюс? Во-первых, он весит всего 192,5 грамма. То есть он намного легче, чем практически большая часть всех дронов. И он очень компактный. Он размером, ну вот если я поставлю так iPhone, вы, наверное, видите, да, примерно какого он размера, чтобы вы соотнесли. Эта летающая камера, она снимает в разрешении 8К, способна снимать на 30 кадров в секунду, или 4К при 120 кадрах в секунду. Это чтобы можно было сделать безумно плавный слоумо. У него сенсор, я подсматриваю технические характеристики 1,1 дюйма и динамический диапазон в 14 стопов. Это бешеный диапазон для камеры. Это уже такая профессиональная киношная картинка. На самом деле он выдает, я уже летал, естественно, снимал, он выдает нереально крутого качества картинку для своих размеров. У меня есть в арсенале еще два коптера от компании DJI, в том числе и DJI Mini 4 Pro. Я точно могу сказать, что единственный дрон, который бы я сейчас взял с собой в поездке на мотоцикле, это этот дрон, не DJI. Я сейчас расскажу, по какой причине. Во-первых, у этого дрона отсутствует блок GPS позиционирования. То есть этот дрон невозможно сбить, захватить и так далее. То есть он летает полностью по своим оптическим датчикам и по системе искусственного интеллекта. Взлетает с руки полностью и работает в полностью автоматическом режиме. То есть для того, чтобы снимать, вам нужен только, в принципе, один вот этот дрон. Вы нажали кнопку, там есть несколько запрограммированных программ, снимает лыжников и сноубордистов. Есть режим Cycling Mode, где он снимает велосипедистов, в том числе и Downhill. И снимает очень круто эндуро, да, поездки и мотики. Очень хорошо тречит, намного лучше сейчас, чем конкуренты от DJI. То есть здесь они сделали реально крутую технологию, по которой он практически не теряет из вида человека, и летит он полностью в зависимости от режимов и программ, может лететь сбоку, спереди, сзади, полностью в автоматическом режиме. Люди, которые его использовали, они реально не врут, это реальный эффект GoPro нового поколения, то есть это полностью автономная с искусственным интеллектом летающая камера. И он очень круто, четко тречит все перепады высоты, то есть у него что-то, видимо, в программе как зрение. Когда я ездил по уклонам, по горам, то есть он реально сам поднимает и автоматически регулирует высоту, то есть вам не нужно об этом думать. Дрон DJI, в том числе и Mini 4 Pro, даже со своим навороченным актив-треком иногда подтупливал, и получалось так, что он врезался. Или нужно было все время периодически корректировать высоту.
Я еще настолько сильно его не тестировал, но вы можете посмотреть ролики, где люди ездят прям по серьезным кушерям в нем, и он строго идет и никаких проблем при этом не испытывает. Но если даже он ударится, вы видите, что здесь есть противоударная рама и такой какой-то композит, который не ломается. Соответственно, с таким легким весом, потому что у него нет жесткой такой серьезной кинетической энергии, да, чтобы удариться и разбиться, он у меня ударялся в дерево, падал на землю с высоты там 5-7 метров, его поднял, отряхнул, включил и дальше полетел. Эти ребята, которые выпустили этот дрон, они выпустили еще вот такую штуку, она называется бикон или маяк, они его назвали. То есть эта штука что-то вроде пульта управления. Как это работает? То есть вы можете включить дрон, включить его, они подключаются достаточно быстро. Этот маяк — это мини-дисплей, в который вы видите, как летит дрон. И вы можете управлять здесь записью. Есть у него функция, называется Copilot. Это когда вы можете корректировать слегка как-то его положение, да, в пространстве с помощью вот этого джойстика. Но это еще не все приколы. То есть в комплекте к этому пульту, к этому маяку можно прикупить вот такие дополнительные джойстики, да, которые собираются все в единую систему. Вот сейчас при вас это все вот на магнитах, как у DJI, собралось в некую такую систему. И после того, как вы раздвинете и сложите, это превращается в пульт дистанционного управления. Здесь отдельно у меня есть вот такие стики. Это сделано для того, чтобы вы могли сюда установить, как раньше это делалось на квадрокоптерах, смартфон. То есть это превращается в полноценный квадрокоптер с большим экраном, и у вас еще есть стики, которые управляют этим всем делом. И на самом деле этот дрон можно поднять, но я не могу сказать, что на километр, но какие-то пейзажи, большие виды с его разрешением 8К у вас без проблем получится снять. Из своего опыта я могу сказать, что в съемке в горах, так как связь пропадает, вы не хотите все равно терять дрон, это первое. А второе, никто ради просто съемки контента вряд ли летает из мотоциклистов. Но я не знаю таких людей, я не делал это сам. На 5-10 километров никто не летает. В горах очень быстро теряется связь, потому что непредсказуемый рельеф. То есть вы летаете примерно, ну максимум, я думаю, что на километр-полтора. Это максимум, да, от места взлета. Соответственно, вы поднялись, осмотрели какие-то там крепость, да, или какой-то еще район, сняли и посадили дрон, поехали дальше. То есть вряд ли кто-то занимается таким лютым дальнобоем. Соответственно, этот дрон с этим пультом вообще без проблем сможет это сделать. С этими задачами справляется легко. И при этом, повторюсь, у него качество съемки 8К. Я по Bluetooth коннекчу его со своим айфоном. iPhone установлю сейчас в пульт и запущу коптер, то у меня будет сразу с моей петлички писаться звук в этот коптер. Очень крутое решение. Помимо этого, если вам не нужно подключать это все к смартфону, в самом маяке есть встроенные микрофоны, которые управляются искусственным интеллектом. То есть вы можете взять эту компактную штуку в руки и запустить его, когда вы поднимаетесь на какой-то объект. Ну, то есть вы оставили лагерь, мотоцикл, вы идете в пеший какой-то поход или там по сложному рельефу, запустили дрон, он летит, вы разговариваете, у вас качественный звук сразу будет писаться в эту камеру. То есть вам не нужно дублировать второй камерой какой-то звук. Единственное, что он не может на данный момент пока делать, возможно, это поправить прошивками, он не летает и не тречит автомобили. То есть он заточен, его искусственный интеллект реально заточен на людей. Давайте зафиналим. Спустя годы съемок и куча разбитая, утопленная техника, я понял одну простую вещь. На самом деле зритель не смотрит на разрешение вашей матрицы. Зритель смотрит вашу историю. То, как вы можете это все передать. Вот эту атмосферу дороги, какие-то там лишения, проблемы. То есть, если у вас классная, крутая история, вы можете снять на более бюджетные камеры, и у вас более-менее нормальный звук, то, безусловно, вы получите
большее количество просмотров, и люди будут больше вовлекаться в ваш контент. И я хочу сделать небольшой вывод, что если вы хотите снять крутую, классную историю с эмоциями, с переживаниями, с прочим, вы должны создать себе такие условия, такой сетап, который позволяет вам быстро, легко, четко, понятно работать и записывать контент, а не думать, как это все подключить через елки-палки, надежно, ненадежно, записалось, не записалось, и не дай бог потеряется какая-то часть контента, часть кадров, это будет очень обидно. Поэтому на сегодняшний день вот мой компактный сетап, он позволяет не просто ехать, кайфовать и фиксировать жизнь вокруг, он позволяет мне с таким настроем передавать какую-то историю. Может быть, с точки зрения автора у меня не все получается, но это нарабатываемый навык. И я надеюсь, что мой личный опыт убережет вас от личных трат и гор ненужного хлама, который не стоит покупать. Расскажите в комментах, на что вы снимаетесь и как вы боретесь со звуком в шлеме. Расскажите свои какие-то удачные ракурсы, моменты, какие-то истории. Интересно будет почитать. Может быть, какие-то другие камеры вы используете. То есть все пишите в комментариях. Мы все это почитаем там. Но спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока.